Приветствую, друзья! Я сегодня еще раз приехал в торговый центр Гедрай. Э, Тут это на подъезде к Вене. Когда-то было видео, что я здесь уже был и хотел снять обзор этого отдела аквариумистики. Ну, тут огромный торговый центр, в том числе всякие строительные, хозяйственные, цветы, в том числе отдел аквариумистики. Но тогда мне не разрешили снимать, сказали, что политика компании, нельзя снимать. Ну, сегодня, собственно говоря, я и не планировал делать видео, заскочил, у меня закончились удобрения для аквариумных растений, хотел купить. Ну и думаю, да спрошу, можно ли или нет. Ну, продавец оказался другой, чем в ту смену. Мне говорит, да без проблем, снимайте. Вот вам и политика компании, человеческий фактор. Может, конечно, изменилась политика, но в чем я сомневаюсь. Ну, не будем отходить от нашего вопроса, пока есть возможность снять, быстренько снимем обзорчик, не длинный. В принципе, тут отдел довольно-таки классный, вот столько аквариумов, растения по центру, тут же оборудовано все для мойки, там все, и там оборудование. Вот. Тут данюшки. Евро 29. Барбусы суматранские, мутанты. 2,29, 2,69 евро. Барбусы огненные 2,89. Разбора клинная пятнистая, к примеру, евро 99. Я без стабилизатора не брал ни стабилизатор, но, собственно говоря, я же говорю, что даже и не планировал ничего снимать. Был проездом. Малинезия черная 2,59. Ну, велифер я тут не вижу. Гуппи 2,89. Ну, такое микс. Пиццилии 2 евро. Мольки оранжевые 2,99. Ну, прикольные, конечно. Так, тут это тоже гупики, всякие гупики. Малинезии. Это Лира Голд 2,99 и Лира Блэк 2,99. Лировые малинезии все-таки прикольнее смотрятся. Мечики разношерстные. Цена 2,29. Фантомы 2 евро. Честно говоря, телефон тут уже на неполной зарядке. Поэтому извините, так быстренько пробежимся. Тут медная тетра, циструс. В принципе, аквариумы ухоженные.
оформленные, но в основном здесь пластиковые растения, коряшки. Но оформлено. Радужницы. Неоны, куда ж без неонов. 2,49. Красный неон. А, залипательная рыбка, конечно, класс. Севильки. Севилья стоит 8,69. Цена, конечно, более чем кусающаяся. Но они прикольные, конечно. Это синий неон, евро 99. Это тоже прикольные они. Бурами, барбусы. Пистограммки, видите, тут уже даже в гнезде. Какая-то она такая подзамученная немножко, мне кажется. Нет? Или нет? Так, ну тут цехлитки. Тут вон, смотрите, бассейны с кои, карпы кои. Холодильник с замороженным кормом. Так. Тут тоже золотушки, какие-то еще рыбаси. Чуть-чуть креветочек. Знаете, у меня положил я это давно, я когда-то хотел этих банановые фильтраторы. Тут вот один есть. Такая вот цена его. Довольно-таки крупный, но мне вот единственное, что не нравится, вот это на лапке у него. Ну, сфокусируйся. Видите, вот на лапке такое. Что такое? Ну, в общем, видно, да, такой красноватый какой-то. Мне не нравится это. Так бы можно было, конечно, взять, попробовать. Ну и тут всякие неокоридинки, кристальчики. Ну такое, креветки тут, конечно, не очень. Не очень. Цехлитки. Ну, я в них ничего не понимаю. Но для знатоков и ценителей вот я покажу и цену покажу. Насколько это интересно. Интернеции черные. Цена евро 29. Радужницы и крапчатые сомики.
Сомики 2,29, радужницы 6 евро. Ну вот, собственно говоря, по аквариумам все. Вот такая вот довольно-таки большая стоечка с аквариумами. Хорошие объемы. В хороших условиях рыбки содержатся. Так, тут аквариумные растения. Тут вот с каждого там свой номер и своя цена. Это эхинодорусы. Тут валеснерия гигантская. Кстати, гигантская валеснерия везде есть. Популярная. Нубиасы. Тут всякие криптокаринки. Меня и заинтересовала вот эта криптокарина Affinis Dark Orange. Но пока по времени, когда запустим аквариум, тут второй. Так, тут длинностебелька. Всякие альтернантеры, тут элодея, в том числе и папоротники. Ну, тоже хорошие растения, без обрастаний. Довольно-таки в хороших условиях. Ну вот я не пойму, почему тогда они разрешили снимать. Все очень даже хорошо, и это ж только плюс. А вот интересно, смотрите, как эти шарики мхом обросшие, и вот на леске они натянутые, как парят в воздухе. Ну, тут даже кринум есть. Классная растичка, но только большие объемы надо. Ну, тут пластиковые растения, пластикусы. Так, тут стоечка вот с удобрениями и грунтами от Денерли. Ну вот, наверное, возьмем, попробуем вот это удобрение. Его мы и попробуем. Ну, не мы, а растения наши аквариумные. Так, и сейчас сразу тут быстренько по оборудованию. Тут не так много. Распылители, обогреватели, фильтра. Всякие губочки, наполнители. Вот это классные эти, видите, в виде мата такого 50 на 50 сантиметров. Разный пор. И вырезаешь себе какую надо губку. Очень классно. Это внутренние фильтра. Это внешники. Хайм JBL. Вот мой любимый 702. У меня такой фильтр был. Отлично себя показывал. Много-много лет он работал и никаких проблем. Так, тут всякие комплектушки. Мелочевка, крантики, резиночки, оськи на фильтра, на все такое. Керамические оси для внешних фильтров, вот всякие уплотнительные резинки, присосочки. Тут отдел типа как для наноаквариумов и креветочников. Вот тут и наборы есть, аквариумы, наноаквариумы. Вот всякие тут вкусняшки для креветок. Но это у нас есть. Фильтра. Отличные вот эти Денерли угловые фильтра. Очень мне он нравится. У меня такой стоит на кубике. Всякие пинцетики, наборчик такой для скиперов. Ну, цена, конечно, тоже крутая. И тут освещение. Ну, ультрафиолетовые стерилизаторы. Так, ну и в принципе, ну там стоечка, там коряги, камни, грунта.
Вон тут Монада 25 литров, 37 евро. Монада рыжий, который грунт. Хороший грунт. Но мне, конечно, больше Dark нравится. Он потяжелее, потому что этот коричневый, но он прямо совсем летает в воде, легенький. Но растения, конечно, в нем классно укореняются, без вопросов. Ну, тут всякие кварцы, крашеные, не крашеные. Кристалл кварц, это Денерли, отличный грунт. Отличный грунт. У меня был он в креветочнике Словеси. Супер. И для растительных аквариумов. Но он еще круче, чем JBL Monada, как по мне. Вот. Там для креветочников тоже Денерли. И тут коряшки, камни. Декор. Для аквариумов. Вот. Ну и вот тут еще стойка с тоже тут сачочки, всякие химия для аквариумов и корма. Кондеры всякие, тоже тут и удобрения, лекарства, тесты. В общем, все это есть. Из чего выбрать. В общем, я отошел от бассейнов, там где кои, потому что сильный шум создается, журчание воды. Вот. На этом будем прощаться. Надеюсь, понравилось. Вот видите, все-таки спустя время мы все-таки обозрели этот магазинчик. И очень даже он неплохой. И по ценам я вам скажу, что ну, по сравнению с другими, ну, довольно-таки неплохо. Вот. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался. Всем всего доброго. У кого есть возможность поддержать канал, есть такая возможность на канале в виде спонсорства. Все, всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.